Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Подсмотрела я на Пинтересе одну идею к Новому году или к Рождеству и хочу поделиться с вами ее исполнением, тем, как эту идею реализую я. Итак, мне потребуются остатки пряжи. Пряжи потребуется совсем немного. Крючок, у меня это 2,5 миллиметра. И немного вот такой плюшевой пряжи. У меня целый моток, но опять-таки израсходую я совсем чуть-чуть. И гвоздем этой идеи будет скрепка. Беру скрепку, беру рабочую нить и крючок. Вставляю крючок в скрепку, подхватываю рабочую нитку, делаю первую петлю. Это будет у меня первый столбик без накида. Дальше делаю вокруг скрепки еще 9 столбиков без накида. Хвостик от рабочей нити я ввязываю вместе со скрепкой внутрь ряда. 3 петли готово. 4-я. Пятая, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я и 10-я. Первый ряд готов, дальше буду вязать по петлям. Перехожу к вязанию второго ряда. Делаю первую воздушную петлю подъема на следующий ряд. Вставляю крючок в заднюю полупетлю первого столбика и делаю столбик без накида. Первый раз. Прохожусь столбиками без накида до последней петли. 2. Вставляю крючок в задние полупетли. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8. В последнюю петлю, в ее заднюю полупетлю, я делаю 2 столбика. Раз, 2. Разворачиваю скрепку. И теперь это получается уже первая петля. И опять у нее получается задняя полупетля, так как я ее развернула. И снова в эту заднюю полупетлю делаю 2 столбика. Таким образом у меня образуется угол. Раз, 2. Дальше делаю снова одиночные столбики. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Ряд почти закончен. Остается лишь в воздушную петлю подъема, в самую первую, сделать 3 столбика без накида для разворота. Вставляю прямо в этот воздушный столбик. Вот так и делаю 3 столбика без накида. Раз. Туда же. 2. И туда же 3.
Итак, первый ряд на этом готов полностью. Перехожу к вязанию второго ряда. Здесь буду вязать уже под обе дужки столбиков предыдущего ряда. Вставляю крючок под обе дужки и вяжу одинарными столбиками без накида до разворота, то есть до тех 4 петель, которые образуют разворот. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Дошла я до этих 4 петель и каждую из них удваиваю, то есть делаю 4 раза по 2 столбика. Раз. И в эту же точку 2. Опять. Раз. И в эту же точку 2. И опять. Раз. И в эту же точку 2. И последний раз. Раз. И 2. Дальше вяжу опять одинарными столбиками до следующего разворота. Здесь будет 3 петли для разворота в предыдущем ряду. Так, это 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот дошла я до этих 3 петель, и здесь тоже каждую из них удваиваю 2 раза, 2 петли, 3 раза. Раз. Два. Вот последняя, третья петля. 3. Второй ряд на этом закончен. Третий ряд вяжу без прибавок. В каждый столбик предыдущего ряда я вяжу 1 столбик без накида. Всего у меня в ряду 30 столбиков, итого вяжу 30 столбиков без накида для третьего ряда по кругу. Третий ряд готов, четвертый ряд будет абсолютно аналогичен третьему, тоже 30 столбиков без накида по кругу без прибавок. Пятый ряд. В пятом ряду вяжу 23 столбика без накида по кругу от начала ряда. И дальше мне остается сделать 4 убавки. Одна убавка будет захватывать 2 петли. Итак, смотрите, как я делаю убавку. Я вставляю через одну петлю в дальнюю дужку крючок и возвращаю крючок в предыдущую петлю, также в дальнюю дужку. Вот так. Получается, что крючок у меня вкалывается сразу в 2 дужки. В петлю, следующую за петлей провязанной, и еще в одну следующую петлю. Ну, надеюсь, это понятно. И делаю обычный столбик без накида. Опять в дальнюю дужку через одну, раз, и в следующую дальнюю дужку. Вот так. И опять столбик без накида. Еще нужно сделать 2 убавки. Так.
Немножко сложно делать такую убавку, но надо постараться. Так, дальнюю дугу. Третья убавка и четвертая убавка. В четвертой убавке я подхватываю петлю, которая будет начинать уже следующий ряд. Вот так. Пятый ряд на этом готов. Шестой ряд. Снова начинаю вязать обычные самые столбики без накида. Смотрите, куда вот сюда вот вкалывать не надо. Сразу же в следующую под обе полукосички. И вяжу 21 столбик без накида. В шестом ряду. Раз, два, три. И так по кругу, вот до этой точки. 21 петлю связала, и дальше снова делаю 4 убавки, аналогично убавкам предыдущего ряда. Снова через одну вкалываю крючок и возвращаю назад на одну петлю в заднюю дужку. Столбик без накида. Раз. Опять через одну на шаг назад в дужку. И столбик, у меня еще ниточка слоеная, и столбик без накида. 2. И опять через одну так. И 3. И последняя убавка. Опять-таки она захватывает одну петлю из следующего ряда. И шестой ряд на этом закончен. В седьмом ряду вяжу 16 столбиков без накида, самых обычных, по одному столбику в одну петлю предыдущего ряда. 16, да, где-то вот до этой точки. И после снова делаю 4 убавки, аналогично тому, как мы делали их в предыдущих рядах. Через одну в следующую делаю убавку. Раз. Опять через одну. Так. Через одну. Следующую. 2. И еще надо 2 убавки сделать. Через одну. Следующую. 3. И опять через одну. Следующую. 4. Теперь, если пересчитать оставшиеся петли, косички, их должно быть в круге 18. И дальше нужно связать 3 ряда просто по одному столбику, то есть по 18 петель в круге. Вяжу просто 3 ряда, без прибавок и без убавок. В финальном третьем полном ряду провязываю лишь 16 петель для того, чтобы ряд закончился точно посередине носка. Вытаскиваю петлю побольше, беру ножницы, обрезаю нить, так, и затем смыкаю край. Как я это делаю? Так. Через одну петлю под обе дужки вставляю крючок, подхватываю хвостик, вывожу его, и здесь с изнаночной стороны, которая получается лицевой, вставляю крючок в последнюю петлю и в ее шапочку. Вот так. Подхватываю хвостик,
подтягиваю. Хвостик я выведу на изнаночную сторону, на внутреннюю сторону. Так. И давайте я еще сделаю своему ботиночку меховую опушку. Для опушки мне потребуется совсем немножко плюшевой пряжи. Итак, здесь я буду вязать уже противоположную сторону по лицевой стороне, которая у меня была в предыдущем вязании изнанкой. Да? Итак, вставляю крючок в обе тушки кромочной косички, примерно там, где ряд начинался и заканчивался. Беру, подхватываю плюшевую пряжу, делаю воздушную петлю. В следующую точку опять под обе косички делаю столбик без накида. Опять в следующую. Хвостик от розовой нити стараюсь тоже ввязать в край ботиночка. И так прохожусь просто столбиками без накида по краю ботинка. На пушистой пряже все равно не видно, какие петли вы делаете. Здесь работать приходится на ощупь. И так вяжу вот до этой точки. Опушку я довязала, вытаскиваю нить, обрезаю ее и пытаюсь точно так же сомкнуть бесшовно, как я сомкала хлопковую нить. Но пряжа здесь плюшевая, и найти первую горизонтальную петлю еще возможно. А вот дальше вставить в последнюю и вывести наизнанку, но я здесь делаю просто все на ощупь. Куда уж вставлю, туда и вставлю, скажу честно. Ну, допустим, вот так. Не знаю, попала ли я в эту точку или нет. Нити начала и конца просто связываю на узел и связываю покрепче. Можно сделать даже какой-нибудь витиеватый узел. Потому что плюшевая пряжа также любит еще и распускаться. Обрезаю хвостики, и мой конечек на этом готов. Конечков на самом деле у меня, конечно же, два. Смотрите, какие они миленькие получились. Из остатка розовой нити делаю петельку. Делаю даже 2 петельки. Раз. И 2. Я не стала делать шнурки на коньках. Я решила, что у меня такие валеночки будут. Знаете, без шнурков, которые были в детстве, наверное, моих родителей только. Итак, креплю свою петельку к одному из конечков. И ко второму конечку. Тоже креплю петельку. И посмотрите, какие милые коньки получились у меня. Они как настоящие, объемные и пушистые. Способны украсить любую елочку. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, и если вы будете вязать по моим мастер-классам и захотите поделиться своими работами со мной, то вот вам мой инстаграм. Можете отмечать меня, либо слать мне в личку свои фотографии. Я обязательно потом поделюсь у себя в сообществе. Спасибо за внимание. Пока-пока.